Всем привет! Начинается грибной сезон. Сейчас много дождичков, иногда периодически светит солнце, поэтому грибов в округе, так сказать, обзавались. Ну, по крайней мере, если рядом есть лесополоса, вы можете поехать за грибами. Ну или, по крайней мере, в магазин за грибами точно можно сходить. В общем, сегодня мы готовим грибы бестроганов. Вместо грибов можете взять любое мясо, но сегодня грибочки. Итак, для сегодняшнего блюда мне понадобятся грибы, грамм 300-400. Стакан сливок или стакан сметаны, что у вас есть дома, любая сметана подойдет. Подавать я буду сегодня к макаронам, но можно любой гарнир. И картофель или любую крупу. Сливочное масло, лук и специи. Начнем с грибов. Грибы нужно помыть и порезать. Точно так же порезать луковицу. Значит, грибы можно взять любые. В моем случае я нашла просто в маркете шампиньоны, но любые грибы подойдут. Даже если у вас есть сушеные грибы, сейчас расскажу, как их подготовить. Сушеные грибы нужно замочить в воде на несколько часов. Потом хорошенько промыть, отжать и нарезать кусочками. Собственно, ничего сложного нет. Сушеные грибы имеют немного другой привкус, не такой, как свежие, но это не страшно. Тоже хорошо и вкусно. Итак, грибов у меня получилось по виду нарезанных аж вот столько, целая вот такая вот тарелочка. Значит, сколько нужно взять лука по соотношению к грибам? Половину. Несмотря на то, что грибы ужарятся, уменьшатся, отдадут влагу, и их останется столько же, сколько лука. Поэтому я беру одну огромную луковицу или возьмите две средние. Так, из специй я беру чесночок, пару зубчиков, зеленый лучок покрышу, вот такой вот свежий. Если свежего не найдете, так уж и быть, не добавляйте. Но со свежим луком очень вкусно. Можно не только вот такой вот лук обычный взять, можно взять лук-порей, тоже хорошо. Значит, сливочное масло, это обязательно. Хотя бы небольшой кусочек добавляем, можно смешать растительное и сливочное, но я буду делать сегодня на сливочном. Пару ложек любой горчицы. У меня вот такая вот французская, но можно взять совершенно любую горчицу, какую вы найдете. Соль, перец, все. Стакан сливок или стакан сметаны. Тут у меня 200-граммовый стакан, поэтому можно взять плюс-минус, если возьмете 250 мл, не страшно. Сливки любой жирности или сметана любой жирности. На сковородку я отправляю лучок. Значит, смотрите, лук я мелко не режу, как вы видели. В этом рецепте очень вкусно, когда лук такой крупновато порезанный, потому что лук не будет зажариваться. И еще, как я сказала, я беру сливочное масло, отправляю сюда к луку сливочное масло. У меня где-то приблизительно, грамм 80. Можно совместить сливочное и растительное, но я буду делать на сливочном. Лук нужно пассеровать, чтобы он был прозрачный и мягкий. Рядом я поставила кастрюльку с водой для макарон. Воду обязательно посолить, можно добавить немного перчика или кусочек лаврового листа. И здесь сварим макароны. Итак, когда лук стал прозрачным и мягким, я уменьшаю температуру и начинаю готовить лук до готовности. Он не должен золотиться, он должен продолжать быть вот таким вот прозрачным, мягким и как бы пассерованным. Но весь секрет этого рецепта это в двух продуктах. Это в луке на сливочном масле. Вернее, в трех получается. Лук на сливочном масле и в добавлении сливок. Кто-то может добавлять сметану, но сметана чуть-чуть кислит, и мне тогда это все похоже больше на жульен. А я, делаю именно такую грибную подливку, так готовят у нас в Украине. Это очень вкусно, рекомендую вам попробовать. Это мой самый любимый рецепт приготовления грибов. Такая подливка подходит ко всему. Так, значит, что на этом этапе я делаю? Значит, обязательно нужно немного подсолить. Тут дело вкуса, чуть-чуть, слегка. Потому что потом я буду все досаливать. Так, что еще? Добавляем зеленый лучок сюда же. Оставьте немножечко, чтобы потом подать свежим, знаете, со свежим луком сверху очень вкусно. Чесночок подробленный. И все перемешиваем. Пока перчик добавлять не будем. Ой, начал пахнуть чесночок. Ой, какой аромат. Класс. Так, огонек чуть-чуть меньше обязательно, чтобы лук не горел. И все, пусть готовится. И тут у меня уже вода подходит, самое время кидать макаронки. Через 3 минутки приблизительно я добавляю грибы. Грибы сразу засыпаем все. Почему нельзя грибы готовить перед луком? Они пускают в сок.
И этот сок весьма вкусный для этого рецепта. А так он весь выпарится. Понимаете? Поэтому грибы кидаются после того, как лук немного спассеровался. Грибы сразу впитывают все масло. Поэтому, посмотрите, возможно, придется немного добавить. Хорошо перемешайте, и пусть грибочки пускают сок. Прямо сейчас их можно и посолить, и поперчить. Немного соли по вкусу. Ну, тут уже соли регулируйте сами. И немного перчика или смеси перцев. Я люблю с перчиком. Грибы с перцем – это вкуснота. Все, теперь ждем, пока приготовятся грибы. Как я буду делать заправку? В сметану или в сливку, что вы приготовили, добавляем 2 полные чайные ложки горчицы. Количество горчицы можно уменьшить, если вы не полюбляете її. Но у нас все-таки полюбляют, тому я добавляю. Так, добавляем прямо сюда в грибы. Значит, очень важный момент. Жидкость из грибов не должна до конца испариться. Это очень важно. Жидкость должна чуть-чуть остаться. Вот этот сок из грибов до конца должен чуть-чуть не уйти. Поэтому, когда будете доготавливать грибочки, просто вовремя залейте туда сливки, ну или сметанку, что вы добавляете. Значит, обязательно попробуйте это все на соль, на перчик, чтобы вам нравилось. И доготавливать это все нужно где-то минут 5-6 уже в сливках. Это все должно немного загустеть. Сами грибы готовятся минут 12, и потом еще где-то минут 5-6 вместе со сливками. И как раз макароны тоже будут готовы. Все это готовится очень быстро, но секрет вкуса именно в сливочном масле с луком и в сливках. Это просто бесподобно. Так, все, пусть немного загустевает, только вы далеко не уходите, чтобы чуть-чуть помешивать периодически. И уже бежим накрывать на стол. Вот так вот в итоге все блюдо получается. Соус загустел, смотрите, видите, он медленно сбегается. Если вот так вот провести, полосочка будет очень вот так вот медленно сбегаться. Это значит, что соус готов. Нужно, чтобы он был такой, знаете, и загустел, и жидкость немного осталась. Слушайте, как же он нам ароматно пахнет. Горчица, грибы, сливки. Это, конечно, очень вкусно. Если готовить будете со сметаной, чуть-чуть будет кислить сметанка. Но и так делают жульен, поэтому тоже хорошо. Так, ну что, подаем. Для гарнира я сегодня буду использовать макароны. Но можно взять картофель или любую крупу. Значит, это очень и очень вкусно. Так, макароны пока тоже ничем не заправляла, только сварила. Заправлять буду соусом. И сверху заправляем все грибами. Значит, смотрите, подливки можно сделать и больше. Но только тогда нужно больше добавлять сметаны или сливок, что будете использовать. Как по мне, вот это идеальная пропорция. Но вы смотрите сами, может быть, кому-то захочется больше подливки. Так, значит, еще я оставила немного зеленого лука. И сверху украшу немного зеленым луком. Вот такая вкуснота, можно пробовать. Это мои самые любимые грибы. То есть вот можно готовить любые грибы, но вот по такому рецепту я люблю их больше всего. Так, приступим. Все это очень ароматно пахнет. Итак, сегодня у нас грибы бестроганов с макарошками. Значит, я делаю со спагетти. Это классический вариант. Спагетти сейчас будут длинные, я буду вся в спагетти. Так, надо пробовать и грибы, и макароны вместе. Слушайте, просто огонь. Слушайте, ну кто не любит вкусно поесть? Все любят вкусно поесть. Грибы. Вот не забывайте про грибы, и не нужно их недооценивать. Грибы можно приготовить вкуснее, чем мясо. И это именно тот случай, когда они вкуснее, чем мясо. Значит, обязательно приготовьте. Рекомендую. На моем канале много вариантов приготовления грибов. Причем даже как-то я лисички жарила, показывала, как вкусно пожарить лисички. Приготовьте именно в таком варианте. И я вам советую, приготовьте со сливками, потому что со сметаной этот рецепт будет похож на жульен, а мы все-таки делаем а-ля бестроганов, поэтому нужны сливки. Это мой самый любимый рецепт грибов, причем любых, главное, вот в таком сочетании. И можете в течение недели подавать к любым гарнирам, это вкуснота. Еще, как вариант, это все дело можно перебить блендером и сделать такую густую намазку на бутерброды. Тоже вкусно, попробуйте, так тоже ничего. Почему нет, это вкусно.
В общем, пробуйте. Я рада, что вы сегодня были со мной, что вы досмотрели этот рецепт. Обязательно побалуйте семью на этой неделе чем-то вкусным, грибным. И можно сделать, кстати, еще грибной суп. Почему нет? Будет и грибы на завтрак, на обед и на ужин. Все грибное. Грибной сезон начался. Открываем, так сказать, грибной сезон. Все. Приятного всем аппетита. Сейчас я еще чуть съем. Слушайте, это вкусно. Класс. Вот горчица. Еще вкусно горчица. Делает такую нотку. Добавьте хотя бы чуть-чуть. Я 2 чайные ложечки добавляю, прям такой с горкой я взяла. Но у меня такая, знаете, как французская, дижонская горчица. Если взять обычную, 2 ложки, наверное, будет много, будет так ух. И еще по поводу прогулки за грибами. Ну, не обязательно идти за грибами, в них можно просто сходить в ближайший гипермаркет и там собрать грибы, например, шампиньоны, ну и прогуляться. Или в ближайший парк на озеро, речка или что у вас есть рядышком, где гуляете. Ну и маме вообще не мешало бы хотя бы раз в неделю одной проветрить себя немножечко. Если вы ездите, например, в магазин на машине или на автобусе, то в этот раз можно пройтись в ближайший магазин за грибами и немножко проветрить саму себя. Немного посидеть в парке, остаться со своими мыслями один на один. Иногда что-то очень умное приходит в голову, а иногда просто, знаешь, пока идешь или бежишь, если бегаете, выбегаете на пробежке, то все ненужное, оно выветривается. Поэтому очень полезно ходить и гулять. В общем, вот так. Так что всем хорошей недели, я вас всех люблю, обязательно попробуйте, напишите комменты и отзывы, посмотрите на моем канале разные варианты приготовления грибов. Грибов, соусов, подливок с грибами, ну и варианты вообще, что можно приготовить с грибами на моем канале, этого добра достаточно. Все, спасибо, что вы сегодня были со мной, всем мирного неба над головой, пусть все будет хорошо у вас, в ваших семьях, целуйте деток. Я вас обнимаю. Спасибо, что вы сегодня были со мной. Целую, люблю. Бувайте. Пока.